Добрый день всем, кто присоединяется. Меня зовут Карина, я администратор нашего клуба, и сегодня у нас будет эфир с ведическим нумерологом Анджани Ма. Всех приветствую. Анджани уже подсоединилась. Выходим. Так. Добрый день, Анджани Ма. Намасте, намасте, Кариночка. Намасте, очень рада вас видеть. Те, кто присоединяются к нам. Да, только-только все присоединяются, всех приветствуем. Сегодня у нас прямой эфир на тему чакры. Да, это внутренний секретный механизм энергии, гормональной системы женщины, молодость и баланс. А также мы поговорим о методах балансировки сегодня. На таком замечательном эфире, пока все присоединяются, многие уже знакомы с вами, да, Анджани Ма, ведический нумеролог. Кто-то был уже у вас на консультации, многие смотрели уже прямые эфиры с вами. Так что приветствуем вас, очень рада вас видеть. Вот. И очень нам интересно, да, послушать будет на тему чакры и вообще для чего нам эта информация нужна. Почему мы сегодня, да, будем говорить, раскрывать тему, глубочайшую тему, это внутренний мир человека. И почему же нам сегодня пришло в голову, вернее, не сегодня, а сегодня мы делаем эфир, но от чего мы хотим поделиться этой темой со всеми теми ищущими людьми, которые ищут свой внутренний мир, глубокий внутренний мир человека. И вот об этом будет сегодня наш эфир о чакрах, о внутреннем глубочайшем духовном мире человека. Ведь чакры — это мир невидимый физическому зрению. И этот мир существует. Знания о нем есть сквозь тысячелетия. Об этом говорит и аюрведа, наука о жизни, переданная сквозь века мудрецами. Есть русские веды, в России аюрведа прижилась, и эта наука о жизни проходит все более и более глубоко для всех людей. Поэтому я думаю, что сегодня вот эти понятия, которые мы будем глубинные вскрывать, для кого-то это известный мир, для кого-то это абсолютно новые понятия. А те, кто давно в теме, всегда, думаю, заинтересованы услышать что-то новое или старое, всегда заново проговоренное. Мир чакр — глубочайшая тема. Так что сегодня мы об этом. Да, сегодня мы немного затронем эту тему. Вот. И хотелось бы как раз-таки узнать у вас, Анджани Ма, о самых, наверное, основных сегодня мы поговорим. Мы сегодня поговорим как о тех понятиях, что чакры, внутренний наш мир, чакры — это энергоемкие центры, психические центры человека. На санскрите, самом древнем языке, который существует на планете Земля, чакра или чакран означает колесо, которое крутится, вертящееся колесо. Так как эти колеса крутятся, и мы их, казалось бы, не видим, но все мы подсоединены к этому миру энергии, даже выражение «что-то сегодня сил нет», «энергии совсем нет», мы употребляем эти выражения, и ощущения энергии, они есть у всех. Либо они есть, либо их нет. Да, вот этот момент совершенно четкий, есть у всех. Но то, что внутренние психические центры, крутящиеся вихри, их называют энергии, и их есть 7 основных, и очень много расположены они по всему телу человека. Их невозможно увидеть глазами. Тот, кто больше связан с миром энергии, невидимым миром, может их с практикой даже все более и более ощущать. Чакры — это и духовные центры
человека. Чакры — это эмоциональные центры человека, психические. То есть, почему, опять же, мы говорим сегодня об этом мире? Да потому что чакры — это внутренний мир, духовный мир человека, и это показывает еще раз, что человек не только тот образ, который видит в зеркале, а тот глубочайший мир, многоуровневый, на огромном количестве уровней мы можем изучать себя. И чакры нас призывают к изучению внутреннего мира, духовного мира, потому что основа человека духовная. Основа человека духовная, оказывается, ведь мудрецы говорят, что мы не время от времени, физические существа, которые время от времени изучают духовность, а мы духовные существа. Мы дух, который временно вошел вот в этот сосуд, который нам нужно сделать храмом. Превращение, такая алхимия духовная, это превращение связано с этим духовным миром. Поэтому... Анжелина, а я хотела уточнить у вас, получается, что они связаны с нашими эмоциями, каждая чакра, так? Они связаны, вот давайте так представим, что тело человека — это огромный внутренний мир, целый город, вселенная. Чакры основных, их 7, они находятся на позвоночнике и имеют свои названия на санскрите. Мы сегодня будем говорить только о том, какие есть русские названия. Эти центры, их часто рисуют, изображают в виде лотосов, потому что у каждой чакры это энергоцентр вот с такими лепестками, который принимает энергии извне и распространяет их, распределяет их внутри организма человека. Их можно сравнить также с перекрестками. Вот представьте, что ваш позвоночник — это там целых 3 скоростных пути. Серединный, есть правый, есть и слева путь. Лунный и солнечный, так называемые. Энергии, которые поднимаются, энергии, которые опускаются. Все есть в человеке. То есть это действительно Вселенная. Но чакры находятся на основной автостраде, на позвоночнике. Каждая чакра — это получается как перекресток. Перекресток, вот они перекрещиваются, энергии человека, которые поднимаются сквозь позвоночник. И эти энергии, поднимаясь, перекрещиваются, на каждом перекрестке стоит этот энергоэмоционально, психоэмоциональный центр. Вот как раз сейчас был вопрос, как раскрыть сердечную чакру и соединиться со своей душой. Ну вот видите, какие у нас замечательные, какие у нас слушатели. Конечно же, мы, наверное, очень многие знают о сердечной чакре, сердечном центре, но этот вопрос, мы к нему придем, но нам нужно понять, что так как это перекрестки, да, на этой автостраде, все чакры взаимосвязаны одна с другой. Каждый центр, если в нем неполадки, то есть там происходит стагнация машины, энергии не могут проходить в своем ритме, не могут проистекать из одной чакры в другую, а нужно, чтобы это происходило. Да? И поэтому мы сегодня поговорим немного о каждой чакре, и тогда будет понимание, что какая есть взаимосвязь, почему сердечная чакра у человека может быть закрыта. На самом деле эти чакры закрыты нашими, они связаны с меридианчиками, невидимыми каналами энергетическими. На санскрите эти меридианы, понятие меридианы взяты из тибетской медицины, из китайской медицины, а в аюрведе, в ведической медицине они называются нади. Нади или меридианы, энергетические каналы, связывают чакры как между собой, так и с различными гормональными органами. Почему мы сегодня сказали? Какая взаимосвязь с молодостью? Прямая, потому что гормональная система женщины работает всегда. То есть, когда вы видите, девочка превращается в девушку и начинается гормональное изменение, у девочек начинаются месячные, у мальчиков происходит тоже изменение, идет мутация голоса.
человек изменяется в течение всей своей жизни. Чакры бывают менее или более активные. Вначале человек приходит с огромным запасом праны, энергии, жизненной энергии, которая выдана ему на это воплощение. И как эти энергии мы тратим, на что мы тратим, это должна быть действительно великая осознанность, потому что чакра сердца, она находится ровно в самом центре этой энергетической системы. Каким образом? Почему это центр наш? Потому что между чакрами есть четкое расстояние. Расстояние между чакрами, оно между большим и нашим средним пальцем. Так как вы можете сейчас все у себя измерить, у человека есть также чакра, скажем, женская и мужская, инь-янь. Она находится, найдите у себя, пожалуйста, под ключицами, вот этим расстоянием между средним и большим пальцем. Эти точки, ищите, они достаточно чувствительные. Да, нашла Кариночку у себя? Да, есть, нашла. Вот они чувствительные. Когда мы их прокачиваем, что значит прокачиваем? Вот прям физическое тело этими пальчиками массируем, самомассаж. И вот это один в один, это расстояние также между другими чакрами. Посмотрите, горловая чакра, а теперь вот этим пальцем достаньте до чакры третьего глаза. Ну, нос нам мешает, то есть прямое расстояние. И теперь от чакры третьего глаза до макушки, до коронной чакры. Видите, вот оно расстояние. Теперь прямой позвоночник до сердечной чакры. От сердечной чакры мы идем к солнечному сплетению, чакра солнечного сплетения. От солнечного сплетения мы идем вниз к чакре второй, где-то в районе лобка. И от второй чакры этот палец заходит внутрь, потому что чакра находится где-то у женщин, это шейка матки. Но так как это энергетический центр, да, то его невозможно не потрогать, но мы чувствуем, что все эти перекрестки, они очень важны для нас. И еще раз, все они связаны с гормональными центрами. Когда чакры не забиты, то есть стагнация энергии, там есть, от чего она происходит? Идет мысль, от мысли идет эмоция, чувство. И негатив весь наш, есть закон бумеранга, он возвращается нам же. Да. И получается, что мы эту систему, мы ее блокируем сами же, то есть там, где есть проблема, скажем так, там же есть и решение для нее. Так вот, о чакре сердца. Посмотрите, вот если мы измеряем, да, вот это расстояние между чакрами, и посмотрите, чакра сердца находится не в физическом сердце, а в центре именно. Чакра, центр энергетический, который тоже должен крутиться. Да. Этот центр находится ровно посередине, это центр человека, потому что есть 3 чакры верхние, и, посмотрите, есть 3 чакры нижние, ниже сердечного центра. То есть сила, гармония, баланс находится в сердце, в энергетическом центре сердца человека. Посмотрите, как даже подсказки у нас есть, что наш центр не здесь, а наш центр находится у нас в сердечной чакре. Вот спасибо, Кариночка, значит, ты приготовила. Чуть-чуть можно поближе к экрану, вот этот, да. Значит, этот образ, который вы все видите, можешь немножко левее, чтобы тебя тоже было видно. Нет, знаешь как, вот так, да, теперь видно и тебя, и видна схема чакр. Мы видим, посмотрите, чакры связаны с цветами. Где мы видим снаружи эти цвета? Радуга. Правда? Радуга на небе. Это все цвета радуги находятся у нас. Все цвета вот этого спектра. Свет идет белый, но в спектральном расщеплении внутри человека есть то же самое, что есть и снаружи. Итак, первая чакра, вы видите ее,
Она называется корневая чакра на русском языке, то есть связана как корень человека. Какой еще корень? Вот тут приходит образ, который, я думаю, нам с вами будет более доступен. Дерево, древо жизни, его также называют. Или дерево, и в самый низ дерева, где пенек, отходят корни. Итак, первая чакра, это корневая чакра. Вторая чакра связана с нашим психоэмоциональным центром. Первая чакра связана с чувством выживания. Там же страхи, и там же находится сила, смелости, если мы переходим через эти страхи. Значит, корневая чакра – это основная чакра устойчивости, скажем так. Ну вот представьте, если дерево мощное, но у него корни слабые, значит, при любой буре, какой буре, а мы сколько испытаний все проходим, эта корневая чакра, она будет либо сильным корнем, который держит нас, как сила выживания, сила адаптации, и могущественная сила здоровья физическое. Только когда у этого центра корень, скажем, внутренний, энергетический корень, и сама чакра слабая, то само дерево может рухнуть. На этой же чакре находится и сила смелости. Вот опять же, там, где есть проблемы, скажем так, или наша слабость, там же есть и сила. То есть чакра жизни, сила выживания, она чем блокируется? Блокируется чакра чувством страха или агрессии. Посмотрите, как интересно. Почему страх и агрессия находятся в единой связке? Потому что там, где у человека страх, как защитный механизм, часто он переходит в агрессию. Ну вот я хотела дать пример очень такой, немножечко странный. Как? Нападение, да? Ощущение у того, кто боится, что на него нападает весь мир. Значит, в том году, помните, когда начался только что COVID, вспомните, какая была реакция у населения. У населения, ну, наверное, я не знаю, какой процент, но вспомните феномен, что исчезли все продукты на полках, магазины, да, опустели, и что люди закупили тогда и не понимали, что происходит, зачем скупили всю туалетную бумагу. Да. Но вот когда уже проходит этот опыт, то можно и посмеяться. И это замечательно иметь чувство юмора, оно всегда помогает. Потому что это об этом, на этой чакре да, был такой страх, то есть эта чакра связана с миром невидимым. Корни-то невидимые этой чакры, корни связаны с подсознанием. Корни от дерева, они идут. И на подсознании, что вышло в стрессовой, в шоковой ситуации, сила выживания, она была заблокирована чем? Она была заблокирована страхом и агрессией. Люди побежали за туалетной бумагой, то есть выживать. Но опять же, вот, понимаете, как все символично. Люди неосознанно действовали, но страх был в первую очередь проявлен, и люди стали очень и забитыми, а кто-то агрессивными. Агрессия и страхи были рядом. Это было вот со стороны, сейчас просмотрите, такой анализ сделайте. Как эта сила, вот какой парадокс есть. Если человек живет с чакрой первой, насыщает ее, чем вот только, это же тоже физические упражнения, да, то есть там же еще и сила воли, там столько всего связано с этой чакрой. Идем дальше. Но когда мы избавляемся от токсичной энергии, страхи или агрессия, то мы свою иммунную систему, которая связана тоже с этой первой чакрой, мы ее укрепляем. Вот вам и эмоции. Вторая чакра, первая чакра, она красного цвета. Посмотрите, сзади какой цвет –
Видите, я Да, повесила красный. это. Цвет у женщин идет месячные, да, тоже вытекает жидкость именно красного цвета, кровь красного цвета. И когда есть мало крови, когда есть недостаток сил, вообще сил выживать нет, то даже есть белокровие. Да, то есть как все связано также это из эмоций, связаны с силой жизни. Корень наш. Ты напомнишь мне, пожалуйста, Кариночка, в конце мы сделаем упражнение на укрепление этой Да. чакры, То такая есть есть в мини-медитация, конце, потому что в в конце конце эфира, да, эфира у нас обязательно. будет медитация, да, медитация на Да, первую чакру. Мы все не успеем, но одну Анджани Ма с нами поделится. обязательно. Значит, ты на время смотри, чтобы мы успели сделать это Да. упражнение. Итак, Мгм. помните, мы говорили о том, что все чакры связаны. Когда первая чакра закрыта, то все остальные перекрестки энергии не протекают. Значит, уже силы матери Земли, вот дерево, представляете, дерево с корнями, оно не получает силы, подпитки, страхи парализовали, силы выживания нет. Значит, остальные-то чакры тоже получают уже не те возможности функционировать, не те возможности крутиться. Я не знаю, вот мы говорили о том, что, может быть, Карина, ты найдешь диск музыкальный, Диск да? нашла. Да. Нашла? Такой. Вот одень, пожалуйста, его на палец, да, на минуточку положи Да. чакры, пожалуйста, на палец диск и покрути его, да, вот И покрутить посмотрите. его. Ну, Да. вот просмотрите, вот это чакра, которая крутится. Теперь, То есть они да, так крутятся. вот, да, она крутится. Каждая чакра крутится со своей скоростью. Скорость движения чакры, вот теперь поверни ее вот так, да, поверни ее, как только что ты держала, дырочкой к нам, дырочкой, да, к зрителям. Так вот, на позвоночнике эти чакры, посмотрите как, похожи они на диск, только диск крутится. Каждый диск крутится с n-ным количеством герц, то есть физики давным-давно уже сделали аппаратуру, которая измеряет возможность каждой чакры, и первая чакра, она крутится медленно. Каждая чакра измеряется количеством энергии, и крутится она медленнее, а все чакры крутятся все быстрее и быстрее. Высокая, самая седьмая, основная чакра коронная, как корона, от слова корона, чакра крутится, у нее 1000 лепестков, на первой чакре 4. То есть скорость движения всех центров разная. И они находятся на положении именно таком, да, потому что только вот здесь диск без лепестков. А представьте, что у каждого есть свое количество лепестков, и эти лепестки принимают энергии, а другие внутренние лепестки распределяют. Спасибо. Анджанима, если болит где-то в теле, то есть получается это какая-то чакра не в порядке, так? Конечно, вот это очень хороший вопрос, потому что в нем же и ответ. Как нам, то есть есть различные возможности измерять измерение чакры, есть тесты тоже на то, чтобы узнать, какая чакра у нас заблокирована. Но вот то, что кричит тело, тело это наш друг, наш инструмент волшебный. Вот Господь выдал такой инструмент, мы же в основном его используем часто на поверхности, но на поверхности мы тоже можем. Через поверхность тела речь идет об акупрессуре, когда мы можем делать самомассажем, зная некоторые точки, прокачивать так называемые каналы вот эти, да, через точки на теле можем прокачивать, но мы можем также четко понять, что тело нам сигналит, кричит болью, где болит. Помните, доктор в детстве? Ай болит. Вот ай болит, там, где болит, значит, тело уже просто кричит и скричалось, притягивает, тело это инструмент волшебный, притягивает все свое внимание к этой части тела. Это не означает, что там, где не болит, что чакры в порядке. Они могут быть, да, потому что, опять же, ведь если первая коренная чакра перекрыта страхами, значит, остальные четко не могут дополучить той энергии, которая есть. Потому что страхи – самая токсичная энергия, агрессия – самая токсичная энергия у человека.
И поэтому, значит, мы тоже поговорим и о том, что чакры реагируют на звуки, на музыку. Каким образом они реагируют на звуки, потому что каждая чакра, из-за того, что у нее определенное количество герц, она связана с нотами. 7 чакр, 7 нот. До, ре, ми, фа, соль, ля, си. Да, как, посмотрите, как все гениальное просто. Творец сотворил человека с огромным количеством инструментов. Когда мы слушаем музыку, именно поэтому мы и так реагируем. Какая-то музыка нас успокаивает. Да, есть музыка благостная, прекрасная, нежная. Сейчас огромное количество возможностей слушать музыку. И нам от какой-то музыки хочется закрыть глаза, успокоиться. Да, успокоить что? Ум. Вот тут тоже, кстати, мы сейчас дойдем еще до чакры третьего глаза, который может не болеть. Как бы. Что здесь болит? Могут быть головные боли. У нас есть выражение в богатом русском языке «горе от ума». Но даже если не болит, да, то это не означает, что чакра третьего глаза полностью у человека работает на тех оборотах, которые она должна работать. Но вот общие такие рекомендации, потому что это самое простое, мы сегодня будем говорить о простых методах, что музыка может как взбудораживать, то есть человек, у которого чакры заснули совсем, вот он на диване, человек в депрессии, человек в состоянии не в благостном, то ему нужна, быть может, бурная музыка какая-то, которая, если он не знает, что есть музыка, которая по чакрам, по количеству герц что-то нам может даже исцелить чакры, есть целительная музыка, но любая музыка, мы реагируем, это нашим изменением внутреннего состояния. Наши чакры реагируют четко. Есть музыка невежественная, эта музыка очень сильно блокирует также верхние высшие центры, высшие чакры с большим количеством таких антенн наших, которые связаны с сверхсознанием, супросознанием. Например, вот опять... это рок какой-то. Да, сейчас только хочу говорить, что есть этот образ дерева и корни и внизу, но все наши ветви этого дерева нашего, и листики, это более тонкая такая, да, часть, и верхняя часть от чакры сердца становится все более и более возвышенной на духовном уровне. Чакры нужны все абсолютно, нет плохого или хорошего. И даже название низшие чакры или высшие, это не означает, что что-то есть плохо или что-то есть хорошо. Каждая чакра, и у нее свои задания, скажем так. Получать от человека положительные мысли, положительные эмоции, проживать положительные чувства и искусственно, скажем так, наполнять то, что блокировано. Сейчас я хочу перейти, так как мы начали говорить о второй чакре, да, мы переходим на вторая чакра, находится в области лобка, и ее сильное свойство, качество проживать удовольствие, радость от жизненного процесса, удовольствие. Эта чакра, вот я, наверное, должна была все-таки сказать, что есть еще все 5 элементов в аюрведе, которые есть в теле человека. И если первая чакра связана, так и связана корень, там элемент земли. Да? Потом вторая чакра, сейчас мы на второй чакре, там элемент вода. Мы, женщины, лунные создания, и луна влияет на нашу воду, на нашу внутреннюю воду, это и лимфа, и кровь, и воды много в организме человека. Это вторая чакра, которая в ответе за психоэмоциональный баланс. Когда нет психоэмоционального баланса, то у женщины эта чакра блокируется. Чем она блокируется? Какой эмоцией, каким чувством? Чувством вины. Да, посмотрите у себя. Иногда у нас есть совершенно неадекватная за что-то реакция на что-то, что мы реагируем, ой, в чем моя вина? Более глубоко мы не будем говорить, очень много чакр блокируется уже в детстве. Тогда, когда детей ругают родители, и дети реагируют, что их психоэмоциональное счастье, удовольствие, оно блокируется тем, что родители ругают, и дети чувствуют себя виновными. Вот так и растем.
с блокировкой. Это отдельная история, как дети, как чакры блокируются. Но многие чакры часто блокированы много-много лет. Там же творческий потенциал человека, там же сексуальные возможности иметь удовольствие. Ведь если человек получает систему физического тела и всех тонких тел, то не просто так. То есть удовольствие может быть от всего, только все должно быть в балансе, не зацикливаться на чем-либо, а искать баланс в чем-либо, в каждой, скажем, полочке или на каждом перекрестке, на каждых возможностях человека. Так вот, блокирована она чувством вины. Цвет, как вы видите на этой схеме, оранжевый. Тут приходит интересная аллегория, что монахи разных традиций носят оранжевую одежду. У них эта чакра должна быть в идеале, в совершенстве которого на планете Земля мало где мы можем найти, в балансе, в гармонии. То есть их психоэмоциональный баланс должен быть не торнадо, не буря в стакане воды, драмы страшные. Или что женщины часто, как они делают, когда эта чакра заблокирована, хочется удовольствий, таких, как хочется нам, а не всегда у нас по ситуации это получается, очень часто бегут или закусывают сладеньким, что-то вкусненьким, какую-то радость, удовольствие какое-то получить. Или часто женщины заменяют это шопингом. Побежали, купили новое платье, и кажется, иллюзия, что вроде бы все хорошо, или новую какую-нибудь шмоточку красивую, но это временный эффект, потому что внутренняя система гармонии, она покупкой платья нового или какое-нибудь новое украшение, этим невозможно удовлетворить внутренний, более тонкий мир наш, психоэмоциональный. Далее есть третья чакра, она желтого цвета, как вы видите, и она отвечает за силу воли. Это солнышко внутреннее. Его также называют эту чакру вторым мозгом, потому что когда огромное количество стресса здесь, помните, мы говорим, все чакры связаны друг с другом, то человек здесь вместо того, чтобы иметь проявление своей силы воли, решимость также войти в какое-то действие, солнышко есть... Это солнышко, оно дает возможность действовать, еще и всем светить. Светить даже, интересная взаимосвязь с глазами, с чакрой, которая находится так далеко вот от этого солнечного сплетения. Какая взаимосвязь? А прямая. Тоже вам хороший пример, что солнечное сплетение связано с глазами. Потому что когда мы смотрим, когда человек на вас смотрит, вы чувствуете наша аура, потому что вот следующее, что мы сделаем, когда закончим по чакрам, сделаем упражнение для гармонизации ауры нашей, которая состоит из больших количествах прослоек, из 7, но эти все слои связаны с чакрами. Один слой мы видим, наше физическое тело, и все остальные слои невидимые. Значит, аура есть, это наш защитный щит, или он с пробоями. Мы обязательно сделаем упражнение, потому что сейчас мы в теории, а для многих, послушали, и дальше пошли. Поэтому мы с тобой решили, что мы обязательно дадим какие-то практические упражнения. Итак, по солнышку, и почему же, когда взглядом кто-то смотрит на нас, мы ощущаем энергии совершенно четко. Причем вот тут верхняя, передняя часть ауры нашей, она развита. Мы же все время смотрим вперед, органы сделаны, глаза смотрят, нос сюда, стопы сюда, да, у женщины грудь, все сюда. То есть мы все время смотрим, и эта часть у нас, нашей ауры, эта часть чакр, что мы можем принять этой частью, она более развита. Но взгляд человека, мы смотрим в глаза, и там зеркало души. Но наша задняя часть энергетического щита, которая похожа на огромное такой эллипсоидный, на яйцо Вселенной, есть такое выражение. И вокруг человека точно так же существует золотое такое яичко. Это наша аура. Так вот, сзади мы четко ощущаем тоже чей-то, например, недоброжелательный взгляд. Да. То есть глаза, Да. правда же? Когда на нас Да. кто-то смотрит,
раз мы оглядываемся, и мы ловим взгляд. И если этот взгляд не доброжелательный, с завистью, с агрессией, со страхами, неважно, то есть взгляд связан все-таки четко с этой также чакрой солнечного сплетения, потому что взглядом можно и обласкать, не правда ли? Взглядом можно обласкать солнышком, да, как солнышком, ласково можно поласкать взглядом, и иногда не нужны никакие слова, а просто смотрят, да, вот влюбленные, глаза в глаза, и забыли обо всем на свете. И солнышко каждый дарит друг другу. И также взглядом можно обжечь, взглядом ненависти или страха, и глаза — это целый мир. Так вот, задняя наша часть ощущает, что или ожог взглядом, или жесткий взгляд с высокими нашими вибрациями или чувствами проявления, или с негативными. Итак, сила воли, то есть это внутреннее солнышко, которое дается человеку, и хочется здесь сказать, что она блокирована эмоцией стыд. Видите, как интересно? Стыд. Эмоции стыда. И опять же можем увидеть детство, когда ругают родителей, дети получают в течение дня жуткое количество постоянных негативных посылов от родителей и стыдят. Посмотри, как вот у Ванечки, он вот такой, а ты такой. Сравнивание с ребенком в России это очень развито, так как я живу столько лет на Западе, здесь нет нигде лучше или хуже, но другое. Столько, сколько я слышала в России, вот говорят, вот посмотри, какой мальчик хороший, а вот что вот делаешь. Это ментальность России. И не означает, что на Западе у людей что-то лучше с чакрами. Мы все люди, человеки повсюду. Но вот стыд, просто вот такой, да, конкретный понятие, откуда стыд, ребенка пристыдили, ему стыдно. Он не понял, за что. Он только почувствовал эмоцию стыда, и он почувствовал в очередной раз, когда ругают родители, что меня не любят. Все, чакра в этот момент... Да, и он чувствует это в районе солнца. Да, но нельзя говорить, что чакра закрылась. Если чакры полностью закрыты, то человек умрет. Они закрываются только когда наша душа, дух выходит из физического тела. Но они становятся ранеными, травмированными. И какие-то лепесточки уже как бы завяли. И чакры уже крутятся. Да, завяли. Джанна, а чувство, эмоция гнева, она тоже в этой чакре? Дело в том, что эмоция гнева, она связана, в принципе, идет от корневой чакры. Гнев, агрессия идет оттуда, но есть разновидности гнева тоже, скажем так. Гнев все-таки есть, да, спасибо, вопрос замечательный. Этот гнев больше, он даже неосознанный гнев, ведь очень часто мы гневаемся также потому, что горловая у нас работает таким мостиком, тоже с этой чакрой. Как связана она? Этот гнев, бывает ведь гнев праведный, на этой чакре есть такое понимание, как и на первой, кстати, понятие ложного эго и истинного эго. Вот сила воли – это где истинное эго ведет человека к мудрости. Начать и закончить какое-то действие. Да, нужно солнышко, мы говорим, не хватает сил, солнца нету. Но там же есть, когда истинное эго, это наша сила связи разумом, потому что солнышко – это сила разума. И ложное эго тоже, которое сидит в страхах на первой чакре, они же все взаимосвязаны. Гнев тоже на первой чакре, но он проявляется, когда у человека холеричный, мы говорим, желчный характер. Есть даже вот тип, человек холерик, когда эта чакра чрезмерно работает, и такого типа человек или желчный человек, он может сердиться, потому что чакра изначально плохо работает, получается как замкнутый круг. И человек все время в раздражении, человек желчный, характер у него, говорят такой, так меняй свой характер, человек. Потому что этот гнев, который как бы хронический гнев, и человек даже не ощущает, не умеет проанализировать, что характер-то сложный у меня, остальные могут быть как раздражители. Но если эта чакра в порядке, то мы раздражаться
неадекватно, без повода не будем. Так вот, этот гнев, да, правильно задала вопрос, этот гнев откладывается, где болят органы, какие связаны с этой чакрой: желудок, да, солнечное сплетение, органы пищеварения, справа у нас что? Печень и желчный пузырь. Да, и мы говорим, желчный человек, каменная болезнь. Знаете, как интересно? Вот сейчас мы психосоматику. Что? Каменная болезнь. Каменная болезнь — это уже запущенные случаи. Это уже запущенные, да, случаи. Но это опять же болезнь же притягивает к этому месту. Да. Классическая медицина что делает? Отрезает желчный пузырь. Но разве от отрезания желчного пузыря человек может стать только еще более желчным? То есть слева у нас тоже органы, связанные и с поджелудочная, да, то есть это все связанные с органами, и орган, который тоже селезенка, связан с кроветворением, с печенью, как все взаимосвязано абсолютно в организме человека. Дальше. Я вопросы вижу, мы ответим потом обязательно на то все, что успеем. Значит, следующий чакра. Обязательно, да. Кто хочет, может прослушать. Мы в сердце, в сердцевине, энергетическом центре человека. Посмотрите, какой зеленый цвет, когда человеку хорошо, когда он на природе, когда он в состоянии отдохновления, и мы отдыхаем от стресса, от шума, глазам хорошо, а ведь это чакра сердца, а глаза реагируют. Вот опять взаимосвязь между всеми центрами. Да. Когда мы идем на природу, то нам хорошо. Вот казалось бы, так просто. Но люди живут в каменных мешках, в каменных своих состояниях сознания, и работа, дом, работа. Выходить из этого сумасшедшего дома, русский народ едет на дачу, на природу, да. И там вот это состояние, просто сил нет, когда в гамаке покачаться, и зеленый цвет, природа, конечно, самый могучий восстанавливающий фактор. Зеленый цвет также, зеленые лепестки лотоса уже которые распускается розовыми лепестками. Потому что, еще раз, нет плохо, нет хорошо, но считается, что нижняя часть человека, нижние чакры, после сердечной чакры, и верхние чакры человека, так как они просто вибрируют на разных музыкальных нотах, и здесь более возвышенный мир, более духовный, но вначале человеку надо стать человеком. В йоге и аюрведе есть понятие, что человек победи самого себя. Главная победа над самим собой, над своей нижней природой, животной природой. Да, есть животные страхи, но мы же не животные. А как лакмусовая бумажка начался, когда в том году ковид, то реакция людей показала, что пока еще животные страхи, они настолько мощны в человеке, человек превращается в животное, когда он становится агрессивным. То есть все в человеке есть. И вот когда мы здесь в состоянии отдохновления и любовь к себе, уважение к себе, и тогда только мы сможем любить, уважать рядом стоящего не случайно человека в нашей семье, где нам приходится работать над кем? Над собой, а не над другими. Свое сердце раскрывать, а не трясти за грудки мужей, жен, чтобы они стали другими. Потому что есть законы, подобное притягивает подобное. Когда люди приходят, находят пару, они ведь тоже притягиваются не по совершенным, а пока еще не проработанным своим аспектам. Поэтому, если мы не любим себя, значит, мы будем притягивать тоже людей, которые будут на наши страхи накидываться и давать различные страшилки или ситуации, чтобы мы смогли у себя это проработать. Когда в паре кто-то говорит, кто-то позволяет себя любить, а кто-то любит. Опять какой тут получается далекое совершенство, дисгармония. Поэтому сердечный центр, который описан как красивый лотос с зелеными лепестками, и внутренний глубокий цвет этой чакры розовый,
нежные. Это лепестки лотоса, который еще пока не распустился, но когда человек идет и прорабатывает через все ситуации каждого дня, открывает у себя как храмы, храм красного цвета, да, когда он перешел свои страхи, храм оранжевый, когда смог успокоить свои привязки к определенным чувствам, а вовсе не любовь, свои эмоции, когда может находить гармонию и не делать драму из ситуации, которую можно прожить как-то иначе. Когда он проявляет свою силу воли, когда он говорит, все говорит против него, а он говорит, да все получится, и проявляет свое солнышко, зажигает, он независим от окружающей среды. И когда вот тогда, через все испытания, как мы говорим, огонь, вода, медные трубы, но вот тогда уже лотос, сердце раскрывается, и тогда красота человеческой доброты, уважения и любви, тогда эта чакра может уже раскрываться и цвести. И мы уже говорили, и девочки спрашивали, и в любом возрасте это актуально для всех, для мужчин и для женщин. Что такое любовь к себе? Это любовь к своей душе. А мы душа. И вот чакры об этом. Поэтому, когда мы время отдаем на то, чтобы на свой духовный путь, на путь самоосознания, когда человек встает, кто я, и когда он понимает, что я душа, это любовь к своей душе, к этой искре. И чакра об этом, что связь, союз с истоком идет через чакры. А через что же еще? Потому что душа человека находится, сидит Господь, да, не на облаках надо его искать снаружи, а у себя Господь сидит на красивом троне великолепном, в лотосе, вот в золотом этом троне, это сидит маленький божественный ребенок, абсолютно не тронутый, не затронутый своим умом. Сейчас мы туда придем, что там, где у нас там горе от ума. А ребенок в своей чистоте, в своей искренности, в своей невинности восприятия мира такой, какой он есть, конечно, у него вначале все чакры открыты. Безусловно, какие-то чакры у ребенка уже имеют тенденцию среагировать более травматично. Потому что все, что мы наработали в предыдущих воплощениях, мы не теряем эти богатства. Мы приходим с наработками, и это касается чакр тоже. Но всем предстоит непростой путь, дорога к храму, она идет через каждое осветление, очищение каждой чакры, это храм. Итак, храм вот этого прекрасного лотоса в сердечной чакре, и следующий храм, цвет у него нежно-голубой, как сапфир, красивый камень сапфир, как небо. Вот тут уже, разве можно небо посадить в коробочку или куда-то? Вот тут уже идет понятие о более высоких материях, кто вдохновлял, где муза была, поэтов, которые были чем-то вдохновлены. Они вдохновлялись музами в женском теле, в облике. Женщина может быть этой музой, если у нее если у нее есть открытые творческие способности, они есть у каждой девочки. Но девочек травмирует система воспитания, которая вместо того, чтобы дать девочке возможности, инструменты творчества, вот она вторая чакра, говорят, нужно делать то, то, то. Это воспитание мальчика, который должен все время что-то делать, солнышко. А девочка, часто у нее блокируется вторая чакра, и потом уже появляется чувство вины, что она что-то не то не делает, она просто, может быть, сидит, да, и спит вместе с куколкой. Но ей говорят, надо делать то, надо делать это. У девочки уже есть чувство стыда, что она что-то не то делает или вообще недостаточно делает. Идет схема, что надо делать, чтобы быть любимой, все время что-то делать. А это уже дисбаланс по чакрам, и она чувствует себя нелюбимой и не любит себя. Потому что здесь эта чакра, да, я не сказала, она блокируется грустью. Вы видели грустные глаза детей? Да. Когда я была в Индии много-много лет назад, и я была потрясена глазами детей, это были маленькие дети с огромными глазами мудрецов. Но там же была, да,
И вот эти бабушки сидящие, вот эти бабушки в ярких сари, глаза бабушек, которые прожили уже столетия. Индия сложная страна, там раскрывается чакра сердца. Поэтому не случайно люди едут туда, где люди проживают, и еще путь так называемый полного доверия Господу, полного пути доверия. Это не путь ума, это только путь сердца. Если вы никогда не были в Индии, приезжайте в Индию, когда возможность будет. Загляните в глаза мудрецам, деткам, которые сидят около храмов с мудрыми бабушками, и глаза у детей, у некоторых, более мудрые, чем глаза у бабушек. Вот это было мое, совершенно меня потрясло, вот это видение этих глаз, этих детей. Поэтому, когда девочку воспитывают как мальчика, и с нее все время что-то требуют, потом она идет в школу, чакры раскрываются во время роста ребенка, и одна за другой вот эти фонтанчики или центры, или они фонтанируют, в детском саду еще детки сколько еще рисуют, да, лепят, пластилин, обнаруживают себя, свое тело, то есть идет становление чакр, они открываются один за один, или же в это же время в течение детства они травмированы. Значит, я говорю это не для того, чтобы вызвать, не дай бог, чувство вины у родителей, потому что нам тоже не рассказывали, как надо воспитывать детей, а дети воспитываются только живым примером своих родителей. Поэтому из генерации в генерацию сейчас, слава богу, есть потребность узнать больше о себе. Итак, грусть, которую... Да, Анжельма, мы с вами так разговариваем, и эфир у нас уже заканчивается, и нам нужно еще успеть сделать практику, представляете? Да. Спасибо, что останавливаешь. Давай сейчас так. Я доскажу, что у нас сила слова на чакре горловой, сила слова, самовыражение, любые формы самовыражения, когда человек пишет письма, говорит правду, когда эта чакра закрыта, она закрывается чем? Ложью, потому что человек ее часто использует не для того, чтобы говорить правду, и здесь уже качество более моральное, высокий, честность, когда человек честный, у него тоже эта чакра работает. Закрывается она либо ложью, когда человек говорит ложь, или грубой речью. Ага. В России мат – это речь, которая полностью закрывает эту чакру, и антидот от мудрецов – пойти божественные имена, на что сати и дает возможности слушать мантры, петь мантры. Они все связаны. Это возможность развития и трансформация ума. Эта чакра связана также и с умом, и с мудростью. Третий глаз, чакра третьего глаза, значит, это качество интуиции. Но интуиция или ясновидение, оно закрыто у людей. Даже у тех ясновидящих, которые ясновидение есть, казалось бы, люди идут к ясновидящим, но каждый ясновидящий в силу своего потолка восприятия реальности и в силу чистоты или загрязненности этой чакры может дать кусочек истины, ее, потому что здесь интуиция у людей закрыта в основном, или мы ее не слышим. Она у нас есть, но чтобы ее слышать, какая здесь блокировка? Она блокируется иллюзиями. У людей у нас очень много иллюзий, что важно материальное, а духовное не важно. Это одна из главных иллюзий, что человек занимается материей, проблемами материального мира, вместо того, чтобы развивать свои духовные качества и таланты. И последняя чакра, основная, да, мы говорим об основных, это седьмая чакра, или чакра коронная, как корона, но только мало у кого эти 1000 лепестков сверкают, и чтобы эта корона сверкала, чтобы каждый человек стал, чтобы женщина стала богиней, ведь есть столько семинаров, и я их сама давала столько, но чтобы женщина была богиней и достойно несла эту корону, здесь есть высочайшие знания, связь с истоком, здесь есть высочайшее понимание, что истина, что я есть душа, я есть дух. И эта чакра блокируется, так как эта чакра связана также с верой человека.
Да, это же тоже не потрогаешь. Она связана с верой человека, она забита земными привязками. Привязались слишком сильно к земному, поэтому божественное не можем усвоить. А волшебное дерево, которое есть в сакральных текстах, в Бхагавад-гите, описано, что оно перевернуто, что корни дерева этого, эти корни, наши корни там, наш дом наверху. И что корни человека на самом деле, они должны соединяться с небом. Вот о чем 7-я чакра, о той мудрости. Вот на сегодня все, очень много и недостаточно, казалось бы, сказали. Что у нас по времени, что мы успеем сделать гармонизацию ауры? Или мы сделаем работу с 1-й чакрой? Что по времени, Кариночка? У нас по времени остается, сейчас я вам скажу, 4 минутки. Может быть, с первой чакрой мы сделаем практику? Или хорошо, с аурой? Мы сделаем с 1-й чакрой. Значит, тогда я попрошу тебя показать, значит, мы будем так, потому что это упражнение связано с образом и с мантрой Ганеша. Вы видели все, что Ганеш в индуизме это божество, которое убирает препятствия. Оно убирает препятствия, но тоже через практику. Одно из возможностей – петь мантру Ганеша, их много. И эта мантра самая легкая и мудро, когда мы вот так 2 руки сложили, левая рука внизу, правая зацепилась за другую. И мы можем делать и сидя, если мы сидим, представьте, что вы как дерево сели. Можно, то есть ноги, продолжение 1-й чакры, колени кто-то спросил, продолжение страхов, продолжение 1-й чакры. В коленях болят у людей колени из-за страхов, идти вперед, продолжать идти путь духа. Поэтому мы делаем так. Если стоя, может быть, ты встанешь сейчас, Кариночка, я буду говорить, встань и держи эту, тебя будет видно? Вот так, встань, значит, тогда это мудро. Если мы стоим, тогда будет лучше понятие о дереве, о древе жизни. И мы связаны от сердца со всеми нижними чакрами и с 1-й. И это мудро Ганеша. Мы можем так делать. Ощущаем, что на вдохе идет через силы земли, через корни, которые проходят через стопы, голени, колени, нижнюю часть тела в 1-ю чакру, да, и эта сила поднимается аж до сердца. И ты напрягаешь вдох, эта сила пошла, дошла до верха, прям где держишь руки, и выдохнула. Звук ха. Ты руки держишь, ты их не распускаешь. Просто на вдохе сила пошла от матери земли. Если сидя, то эти руки находятся прямо внизу, 1-я, 2-я чакра, а стоя можно держать их на груди. И вдох напрягаем, и эта сила от матери земли поднимается, держи, руки держим. Промежность женщины могут сильно зажать, подержать там силу в матке, в придатках, это сила внутри. И выдохнули тоже со звуком. Руки держим, просто расслабили. Вдох, напрягаемся, мощно идет энергия. От матери земли по корням, пока через корни идет, поднимается. Она может остаться только в 1-й чакре, красный цвет. И выдохнули, расслабили. Выдохнули. Еще раз вдох. Мантру подсоединяем. Мантра звучит так. Ом Гана Ганапатае Нама. Ом Гана. Напрягаем. Ганапатае Намах. Выдох. Расслабили. Вдох. Все. Вы про себя поете эту мантру. Ом Гана Ганапатае Намах. Зажим. Держим силу земли. И выдох. Расслабили. С облегчением. А с облегчением все напряжения отпускаем в землю. И опять вдох последний раз. Выдох куда? Выдох идет через корни вниз в центр земли. Вдох идет через центр земли сила.
заякорение, заземление, сила Земли. А Что нашу выдох куда спрашивают? Вот выдох куда, а выдох через эти корни в центр Земли. То есть мы связываемся конкретно с Матерью Землей, сила Земли, вдох держим и выдыхаем все наши слабости и страхи, и агрессию, все в центр Земли массажет. Потому что потом надо поблагодарить смиренно за эту практику. Кого? Всю ту же Матушку Землю, которая нас держит, любит своих детей. Но сейчас она в гневе на своих детей, потому что дети непослушные. Такие процессы сейчас идут. Руки напрягаем вот так. Напрягаем на вдохе, да, и в это же самое время женщины могут напрягать промежность, чтобы почувствовать, что в эту часть поднимается энергия Земли красная. И Ганеш — это стабильность, у него много. Ганеш — это не просто слоник. Ганеш, он очень мощная сила безопасности. На первой чакре не хватает безопасности. Поэтому Ганеш ставится один из его сил. Потому что хобот Ганеша — это наш позвоночник. А сила Ганеша — быть стабильным, когда, представь, что Ганеш несет на своей спине через все испытания, через все сложности, которые сейчас происходят на Земле. А эту стабильность как удержать? Так что Ганешу покупать просто и держать на полочке бесполезно. Нужно еще и поработать. Все, что снаружи, есть внутри у человека. Вот на сегодня все. Что-то мы успели сказать. Благодарю вас. Я хотела сказать, что будет мультик про чакры, который вы обещали нам показать. Обязательно. Я его обещала, и, честно говорю, я не успела, потому что здесь мы на Маврикии много тоже событий. Я честно обещаю, что я найду этот мультик «Аватар», он был переведен на всех языках, и там будет наглядно видно, как же мудрец гуру своему ученику показывает, как чакры разблокировать. Да. Поэтому мультик пришлю, и ты присоединишься. Да, мы отправим в наш клуб. И еще, Анджанима, я знаю, есть одно эфирное масло для первой чакры. Вот дайте нам, пожалуйста, название. И так, скажите, как энергетическая ароматерапия, которую я даю на консультациях по дате рождения, четко связана тоже с чакрами. Значит, вот это упражнение, которое вы делали, сейчас я вам скажу, я написала. Есть несколько эфирных масел, которые помогают тоже проработать страхи. Я давала вот тебе в свое время, Кариночка. По-русски это называется корень дягеля. Дягель. Красивое латинское название. Ангелика. Делали расчет. Да, когда вы мне делали расчет по нумерологии, вы мне дали это масло. Да, и это масло, оно связано для как раз стабилизации первой чакры, заякорения, заземления. Масло это называется по-русски дягель, по латыни прекрасное название Ангелика Аркангелика. Кто смотрел давным-давно, Анжелика Маркиз Ангелов, помните? Глаза у Анжелики были зеленого цвета, как дягель. Вот это эфирное масло, его в стопы и даже в чакры рук можно намазывать, и в стопы. 40 дней для трансформации, и стопы им намазывать, стопы и нюхать его, да, вокруг себя ауру. Мы не успели это упражнение сделать. Гармонизация ауры. Вот спрашивают, масло куда наносить. Масло для заземления можно и нюхать, и на чакры стоп, и даже на чакры рук. Вот так втереть, и в стопы на ладони. И на ладони. И, может быть, мы успеем сделать ауру? Может быть, мы успеем. Сейчас смотри, я скажу сейчас еще. Ветивер, запах эфирного масла ветивер, он густой, неприятный запах для тех, кто не заземлен. Вначале может быть отторжение даже этого запаха. Масло нард гималайский, нард гималайский. Это эфирное масло вообще потрясающее. Оно первую чакру и 7-й соединяет. То есть там и корни, и там и сила кроны, нард гималайский. И еще название костус. Это, я не знаю, есть ли в России или нет. И можно нюхать масло эфирное, тулси или туласи. Туласи в храмах Индии, многих в храмах Нараяны, Вишну,
сажают перед храмами. Здесь, на Маврикии, очень много и храмов, и все люди духовные. Здесь мы живем, везде тулси растет. Поэтому масло тулси тоже можно. Опять спрашивают, как масло? Вдыхаем масло, да, это. И если можно сейчас, давай попробуем, если эфир у нас остается еще. Давай встань, как красивое дерево, пожалуйста. Кариночка. Анджанима спрашивает, что значит заземлен или нет человек? А когда человек не заземлен, у него, во-первых, очень много страхов, да, то есть когда чакра не работает, страхов много, и страхов неадекватных ситуаций. Ну вот опять же тот пример с ковидом, ну сказали, ну локдаун, но это же был первый опыт. В этот раз мы уже так ведь не реагируем, правда же? Вот сейчас на Маврике опять локдаун, ну сидят люди дома, ну кто-то выходит. Но первая реакция это была какая в том году? Страхи. Вот это тоже незаземленность, потому что у людей фантазий много. Когда нету сильной, во-первых, заземленности, то у людей, у девочек это также сильные месячные кровотечения, потому что тело показывает, если, опять же, везде баланс. Если много чересчур этих чакр соединенных, а низ-то кто? Тело нам выдали. Нам нужно баланс иметь, чтобы дерево тоже и сильные корни имело. Это стабильность эмоциональная. Когда нет страхов, нет агрессии. То есть все взаимосвязано. Поэтому что такое незаземленность? То, вот кто-то пишет, я боюсь смерти. Но это 7-я чакра, которая закрыта у нас. Нету знаний, что я есть душа, я есть. Смерть может унести только физическое тело. И когда кто-то пишет, я боюсь смерти, да, поэтому вот как раз эти страхи-то, они пронеслись, когда первый раз ковидом запахло, то нету самого главного. 7-я чакра – это корона, когда человек становится творцом с творцом. Он знает, что он искра Божья, кусочек Божий. Он не может умереть. Господь бессмертен. И мы, как душа, бессмертны. Смерть – это только переход на другой уровень жизни. А жизнь в человеческом теле – это… Да. Здесь, наверное, не только про ковид и вообще про эту панику, а в принципе, когда мы встречаемся с какими-то ситуациями в жизни, и наши эмоции, да, мы отслеживаем, что это чувство вины, чувство стыда или страха. Это все про наш внутренний мир, про наши чакры, да, и то, как мы реагируем на каждую ситуацию. Конечно, то есть, когда мы учимся себя анализировать, то мы можем увидеть у себя, что нет плохо или хорошо, а что, какая эмоция нам сигналит о том, что можно у себя проработать и гармонизировать. Давай, видишь, так как Zoom продолжается, нам еще, может быть, сможем дать для наших слушателей прекрасное упражнение, как для продвинутых, в кавычках, потому что мы здесь все ученики, обучаемся в жизни каждого дня. Значит, так и для новичков простое упражнение для гармонизации ауры. Аура состоит из 6 слоев, как эффект матрешки. 7-й оболочку – это наше физическое тело, мы его видим в зеркале. Но мы не это, поэтому те, кто боятся смерти, боятся еще раз расстаться с этой оболочкой. Но когда мы спим, это тоже маленькая смерть. Смотрите, Кариночка сейчас взяла эфирное масло, она его нюхает, спрашивают девочки, как его, понюхала несколько раз, сейчас мы просто быстрее это сделаем. Вы возьмете все ваше время, не дотрагиваясь до лица, глубоко понюхайте, насыщайте себя этим запахом. Эфирное масло действует на тонкие тела человека, на нашу ауру. И теперь встала пряменько, значит, в позицию, когда заземление ног, когда они как у человека совершенного, вспоминайте, Леонардо да Винчи – человек совершенный. Ноги у него расставлены, да, он хорошо, уверенно стоит на земле. Это тоже заземленность, да, сила выживания. И вытянула ручки наверх. До этого ты хорошенько надышалась, да. Теперь вот он, руки к небу. Вот оно, это дерево волшебное. Связь с истоком, а ноги точно так же связь с землей. И вот теперь, аура наша, это и есть это яичко, которое вокруг нас. Те, кто знает, кто такой Шива, это Шива Лингам, мини-вселенная в человеке. И вот сейчас эту ауру, которая находится
вокруг каждого человека на расстоянии вытянутых рук наши пальчики достают до границы тонких тел, ауры. И сейчас Кариночка будет показывать. Мы этим запахом эфирного масла насыщаем нашу ауру. Вдох хороший. Вот посмотрите, она открывает, как крылья, открывает руки. Задержка дыхания на уровне чакры сердца. Держим наполненные легкие этим запахом, этой силой. Перевернули ладошки и выдыхаем опять со звуком. Сильное освобождение от напряжений, и руки идут вниз, как будто мы прочерчиваем внизу нижнюю часть яичка ауры. Опять вдох, руки соединены. Вот наверху был, да, как яичко вот это из энергии. Вдох, вдох, вдох. Открытые руки на уровне чакры груди. Держим силу жизни, держим в сердце, радость жизни, держим. И выдыхаем все напряжения и слабости. Перевернули ладошки. Выдох, ха-дыхание. В йоге дается, чтобы облегчить чакру коммуникации, что глотаем боль, страхи и сердечко. Вот теперь Кариночка отошла, и мы видим вдох, 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 вдох на уровне сердца. Видите ее руку? Ладошку перевернула, вниз ладошку, и пошел выдох. Нежное такое. Ха-выдох. Освобождаемся. И мы сделаем это столько раз, сколько нам позволит сегодня эфир, а вы дома сделаете с вашим эфирным маслом, которое я кому-то прописывала, те, кто были на консультациях, те, кто хочет поработать с заземлением, с силой выживаемости и уметь адаптироваться. Жизнь меняется, а мы адаптируемся. Это тоже сильное заземление, потому что корни не прямые у дерева, а они какие? Различные, гибкие. Вот тоже признак заземления. Умение садаптироваться и жить без страхов. Анджани, спасибо вам огромное. На состояние сейчас после даже вот таких, после такой практики совершенно другое. Легкость и чувство здесь в груди такое. Вот это очень приятное. здорово, потому что выдох мы в жизни каждого дня естественно выдыхаем, да, когда нам тяжело. У кого нет масла, можно делать это упражнение гармонизация ауры и без масла. Ароматерапия – это одно из возможностей гармонизировать чакры, потому что возможностей много. В этот эфир не вошло, мы сделаем эфир еще сати на более обширную публику, и там будет больше информации. А сегодня было начало, а продолжение всегда есть. Так что спасибо всем. Спасибо вам огромное. Спасибо всем, кто откликнулись сегодня. Будет просматривать этот эфир. Практика меняет все. В человеке заложены все возможности. Поэтому сейчас эпоха изменений. Работайте над собой в радости. Всего вам самого доброго. Намасте. Благодарю вас. Намасте. Спасибо вам.